Всем привет, господа! Сегодня у нас тема разговора о еде. Война войной, а обед по распорядку. А конкретнее разговор пойдет о пиве. Так что, кто несовершеннолетний, можете переключиться. Сегодня будем готовить кабачки с пивом. Вот, например, вот с таким. Старый мельник, темная. Ну или пиво к кабачкам. Кому как нравится. В перестановке мест слагаемых сумма не меняется. Ну что нам для этого надо? Но самое главное это пиво, конечно. Пиво, да. Кабачки. Вот тут у меня еще остался пол кабачка большого и 3 небольших. Еще нам понадобится майонез. Майонез домашний. Вы можете использовать не домашний. Ну, как говорили в Великую Отечественную войну немцы, яйко. Ну и масло подсолнечное. Тоже домашнее, настоящее, с запахом подсолнуха. Вы, если вам не нравятся запахи еды, то можете использовать рафинированное, то есть без запаха. Но это, не знаю, извиняюсь за грубость, как женщина резиновая. Вы можете использовать там рапсовое или пальмовое из Африки. Вам нигеры какие-нибудь пришлют. Я предпочитаю, чтобы еда она пахла едой. Поэтому подсолнечное масло должно быть пахнуть подсолнухом и так далее. То есть мясо должно быть пахнуть мясом. То есть мы, охотники, идем поэтому добывать мясо в лес. Кому не нравится запах лесного мяса, дичи или там копытных каких-нибудь, то идут в магазин и покупают буречное на комбикормах. Ладно, отвлеклись. Готовить будем вот на такой печке. Вот у меня такая уличная печечка, сделанная из баллона, как его, ресивер называется, да, правильнее. Сантехники знают, что это такое. В него нагнетается вода. Ну вот я как бы вырезал верхнюю часть, использую для казана или вот для сковородки. Будем использовать рифленую сковородку. Называется, в принципе, в простонародье сковородка-гриль. Ну вот, кто не любит холестерин, масло, т.п. и т.д., вот, это ихняя тема. Но я, в принципе, на сковородку, даже вот на эту, на гриль, который обычно готовят без масла, я буду использовать масло, потому что так вкуснее. Итак, начнем. Для начала нам нужно приготовить соус, можно сказать так, в который будем обвалять наши кабачки, а не просто их жарить. Поэтому возьмем посудину глубокую. Что мы еще возьмем? Возьмем майонез. Выдавим туда. Ну, сколько, не знаю. Это на ваше усмотрение, сколько вы готовите. Ну, там, скажем, не 3 кабачка и половинку, а может быть 10 кабачков. Тогда, естественно, побольше. Я на глаз, короче. Выдавливаю майонез. Ну, кончится, тогда добавим, как говорится. Вкусняшка. Так, майонез есть. Теперь туда надо добавить муки. Добавим муки. Так, раз ложка. 2 ложка. Ну, не знаю. Наверное, 3 даже сделаем. Давайте 4. Гулять так гулять. Так, есть. Отставляем в сторону. Яйца. Так, сначала мы это дело перемешаем слегка, я думаю. Муку с майонезом.
Я вилкой мешаю. Вы можете этим, как его называется, веничек. Ну или этим миксером. Так. Яйца. Я думаю, 2 хватит. Раз. 2. Ну, слегка неудача, но нормально. С пивом пойдет. Яйца убираем. Так, ложка нам тоже пока не надо. Смешиваем. Ну, в принципе, до консистенции густой сметаны. Все знают, что такое густая сметана. Это примерно 30%. Не как кефир. Сейчас я перемешаю и попробую это показать. Но запахи, конечно, не смогу передать. Вы уж извините. Запах у меня тут есть кому нюхать. И там лежит волосатая морда моя, которая со мной на охоту ходит. Тоже ждет вкусняшек. Пиво мне, правда, оставляет пить. Но остальное может слизнуть. Помню, как-то готовил салатик. Причем такой конкретный, ядреный. То есть там перчик был, помидорчики, огурчики, редис, лучок. Что-то из зелени было. Кинзы, правда, не было вот этой. Ну, что-то было из зелени. Оставил, пошел домой, там что-то самое принес готовить в казане. Ну и про салат забыл, потому что он уже как бы готовый, наструганный вот в такой мисочке. Там стоял в низине. И все, а я занимался своими делами. Когда все было готово, я... Давай это самое, ну типа салатик тоже же надо покушать, добавить. А салатика-то и нету. Волосатая морда все слезнул. Так, ну вот. Вот такая консистенция. О. Ну типа как тесто. Получилось у меня, по крайней мере. Вот. Все видели, наверное, в детстве. Там бабушка у русской печи там готовила блинчики. Замешивала тесто, ну вот оно вот такое. Ну вот и у меня так получилось. Я думаю, будет good. Можно, в принципе, пожиже. Вот еще главная вещь туда. Так, масло можем пока тоже отставить. Чеснок нам нужен. Потому что кабачки без чеснока это не кабачки. Чеснока сейчас, блин, нормального... ну да, уже появился, в принципе, урожай. Я уже как-то забыл, что урожай-то готовый. А это у меня еще лежит, блин, непонятно сколько, блин, в холодильнике. Но еще живой. Не сухой, как вот бывает. Его надо будет добавить в соус. Вы можете его через чеснокодавку, ну, если он свежий, нормально. А если вот, скажем, такой лежалый, то есть слегка вяленький, либо там прошлогодний, у него эти самые пленочка такая сверху. То есть вы выдавите через чеснокодавку, ну не знаю, 50% чеснока выдавите, а вот эта пленочка и все остальное останется в чеснокодавке. Придется там выковыривать, там все равно ножичком его обрабатывать. Поэтому я решил, блин, не использовать чеснокодавку, а сразу ножичком его пошинковать. Сейчас покажу как. Кто не умеет, учитесь. Я когда показываю, обучаю, я говорю вот так: берете чеснок там, поострее нож, побольше главное, ножик поострее. Зажмуривайте глаза, лучше отвернуться, но чтобы не страшно было, когда пальцы начнут шинковаться. И вперед. Сейчас покажу. Эти самые, как его, слабонервные могут отвернуться в этот момент.
Так, даже не знаю сколько. Я вообще люблю острую пищу. Поэтому переборщить чесноком для меня нереально. И вот сколько ни добавь, я скажу good. Так, я думаю, сейчас последнюю чесночинку почистим. И можно будет начать шинковать. Так, есть. Это пока лишнее. Шелуху уберем. Можно в печку. Все равно сгорит, чтобы не мусориться. Так, а теперь самое страшное. Я увеличиваю кадр. Ну что, готовы, господа? Слабонервные, отвернитесь. Короче, берем вот так чесночину. Ножичек, я побольше даже возьму, как я вам и обещал. Ну вот можно типа такой. Вот. Ну ладно, чуть поменьше. Я смотрю, вам страшно там. Я думаю, вижу уже, что побежали прятаться. Я вот такой возьму. Короче, берем чесночину, вот так, держим пальчиками, берем ножичек, прикоснулись к чесночине, ножичек, теперь закрываем глаза, отворачиваемся и погнали. Сейчас я покажу, как я отвернулся. Вот, смотрите, я прикоснулся к чесноку, вот так вот отворачиваюсь и погнал. Чтобы не страшно было, как мои пальцы тоже там превращаются в эту самую чесночинку. Ну, как бы все, вот. Ну, вы усвоили урок, да? Если что, напишите в комментариях, я отдельное видео сниму. Так, повторяю. Урок вы усвоили, я думаю. Если что, пишите в комментариях. Я отдельное видео сниму на тему, как нужно шинковать чеснок. В это время отворачиваться от кровавых сцен. Я, конечно, потом еще могу написать в конце видео, типа, как это обычно любят. Блин, как это правильнее. Типа за время съемок ни один палец на руке не пострадал. Я как-то приехал к друзьям. Ну, у меня там друг тоже в Казани много чего интересного готовит. Ну, у него жена как бы тоже там помогает там картошку почистить, там салатик настругать, то все. Но вечно она режется ножиком. Если нож острый, то 100% порежется. Ну и берет как-то вот тоже чеснок там. Ну и вот так вот режет его по чуть-чуть. Я говорю: Настя, что ты делаешь? А что? Смотри, как надо. Ну и беру чесночину, вот так вот, отвернулся и погнал. Она... Ну, вы знаете женские визги. Все тоже в покате. О, не слабая кучка получилась тут, блин, чеснока-то. Да, блин, такой будет огнедышащие кабачки получатся. По-моему, я даже переборщил уже с чесноком-то, блин. Хоть я и сказал, что я к чесноку как-то нормально отношусь. Мне без разницы количество какое его. Бывает, свежий чеснок ешь, ну, там с чем-нибудь, там, с гренками какими-нибудь. Я, бывает, часто просто гренку и чеснок в прикуску.
У меня аж губы горят, блин, от остроты чеснока. Так, все это дело мы туда закладываем чесночок. Главное рассчитать, чтобы нам вот эти 3 кабачка и половинка как раз хватило вот этого соуса обмакивания. Я думаю, может быть, даже и не хватит. Я предлагаю увеличить количество этого соуса. Чеснока-то нормально. А вот майонеза можем добавить. Майонез домашний. Добавляем. Ну, если что, я потом найду применение этому, как он будет правильно называться, соус, с чем-нибудь. Так, яйцо еще одно. Еще одно яйцо. Есть. Ну и муки, соответственно. Так, мучная ложка. Где моя? Так, раз мука. 2 мука. Ну да, нормально будет. Будет нормально. Так, перемешиваем. Да, сейчас будет нормально. Как раз на 3 кабачка и половинку хватит. Сейчас я это дело перемешаю и начну растапливать печь. Вообще нормальные повара уже как бы в кондиции. А у меня тут еще бутылка пива даже не откупоренная. Нет, по-моему, что-то, блин, у меня тут это тесто не то. Надо пожиже. Я думаю, надо еще яичко добавить. А то как бы не сметана 30%, а, блин, 50% сметана. Типа такого. Хотя, да нет, вроде нормально. Сейчас покажу. Ну вот. Тесто, оно и тесто. Да. Только... Ну да, здесь же мука, ё-моё. Что я тут? Так, можно попробовать. Ну, вкусненько, вкусненько. Так, господа. Вы пока можете сходить за пивом, если у кого дома нету. Ну, ближайший магазин там, я знаю, у вас там рядом. Буквально из подъезда вышли и магазинчик. А я пока печку растоплю. Ну вот, процесс пошел. Печка растоплена. Сейчас сковородка нагреется и будем выкладывать. А я пока приготовлю колечками наш кабачок. Так, возьму я побольше ножик. Соус мы в сторону. И порежу я кабачок. Я режу примерно сантиметровые. Вы можете потоньше или потолще, без разницы. Кто-то вообще вдоль режет.
Матерый такой кабачок. Больше уже их, в принципе, и нету. Сегодня в магазин зашел. Кабачков вообще нету. Это еще были куплены на той неделе. А сегодня что у нас, блин, вообще? Все уже выбыл из колеи-то. Сегодня 10 октября. Ну, само собой, кабачков нету. Так, это нам не надо. Можем сжечь. Ну и маленькие пошинковать. Извините, что не так быстро, как с чесноком. Ну как есть. Вот, пошло быстрее. Ну вот кто-то может вот так вот вдоль резать, блин. На любителя, короче. Вот там уже, блин, сковородочка такая шипит. То есть, в принципе, можно, я думаю, начинать выкладывать. Полью я немножко маслицем. Главное в огонь не лить, иначе как полыхнет. Так, теперь наша задача обвалять все это дело. Вообще это надо делать сразу, по-моему, над сковородкой. Ну или пару штук обваливаем и кидаем прям туда. Ну, вот так я сделаю, наверное. Прям туда в миску. А потом буду выкладываться. Так, сейчас заскворчит-то. Да не особо. Значит, еще температура не совсем. Хотя уже, не знаю, слышите вы или нет, но звук жарки пошел. Вкусняшка будет. Жаль, еще технологии не такие, что запахи передают на расстояние. Так, блин, жарко. У меня же штаны нагреваются. Раскочегарил железкой. Надо в сторону отходить. Сгорю же нахрен. И видео не успею закончить. Так. Ай! Чуть палец на сковородку не положил. Так, еще пару штук больших. Ну и остатки маленьких. Да, соуса хватит. Ай! Последний утонул. Блин, как жарко.
Так, показываю поближе. Вот так это дело выглядит. Так, надо это дело закрыть-то. О, да. Это у меня совсем одежда нагревается. О, слышите, как шкварчит. Вкусняшка. Под пиво-то пойдет. Да, вот там вот морда волосатая тоже ждет вкусняшку. Пиво не пьет, но кабачок может слизнуть. Даже с чесноком. Так, по-моему, надо переворачивать. Да, в принципе, можем переворачивать. Кабачки, они... О, ну да. Они это самое... Блин, как это по-русски-то будет? Они быстро готовятся. Буквально там 3-5 минут. И все, и готов. Там не надо много, блин, шуршать его. Овощи он и есть. И в Африке овощи. Я не знаю, есть там в Африке кабачки или нет. Что они там вообще едят? Не было никогда. У меня друг морпех, ну как в советское время мы служили в разных местах. Я в других войсках был, а он морпехом был. Ну и в Африку попал. Ну, Советский Союз раньше везде участвовал, помогал дружественному африканскому народу в независимости. Но вот, блин, я не спрашивал, что у него там с едой было. О, блин, соус отвалился от кабачка. Непорядок. Вообще война, она и в Африке страшная война. Везде. Конечно, блин, тяжело он отходил. Все, у меня спрашивал, как я вообще выкарабкался тоже после Афгана, Чечни, блин, Абхазии. Он говорит, спать не могу. Снится, блин, и все, блин. Жена, блин, тоже на нервах, блин, все. Ночью присыпаешься, блин, от криков, блин, всякого, блин, дергания, блин. Я говорю, ну, блин, что делать? Я спортом, блин, это дело вылечил. Ну, каждому свое. Ну, посоветовал ему там кое-что тоже. Ну, вроде как лучше стало. Потому что многие после войны пить начинают. Там, на наркоту, блин. Ну, наркоту уже там уже начинают баловаться. Но это не делаем. Надо держать себя в руках. Мы люди сильные, тем более офицеры, блин. И надо жить. Ну вот, вкусняшка. Так, мне надо остальные вывалить в этом самом соусе. Вот сразу подготовить. Вернее, еще 2 настругать. И сейчас эти будут буквально через минуту готовы. Так, я по-быстренькому остальные 2 пошинкую. Чтобы было что выкладывать. Ну хорошо, хоть огонь поменьше стал, не так подгорать будет. Сейчас надо будет подкинуть еще. Вообще кабачки, когда отходят, ну в смысле из продажи уходят, ну, можно и цукини, и эти как их, блин, баклажаны использовать, то же самое. Так, это туда. Ну и последний. Некоторые кожуру чистят. Я как-то с этим делом не заморачиваюсь. По мне так вкуснее, по-моему, с кожурой. Это как вот тоже яблоки некоторые едят, блин, яблоко чистят. Ну, чё вы чистите? Она это самое, типа жесткая.
Ну так, а зубы для чего прокусывать-то яблоко? Ну нет, все равно чистят. Ну, любители. Так, это можно прям сюда. Что тут париться? И даже ложкой можно, вернее вилкой, это дело и перемешать там. Так, сейчас первую пробу будем снимать. Блин, непорядок. Мне нужна еще одна вот такая. Куда складывать-то? Быстренько надо сбегать домой. Ну что, снимаем первую партию. Да, обжарились нормально, ничего не подгорело. Все красиво. Ах, как вкусно-то. Вы даже себе не представляете. И когда вы это дело повторите, тогда вы представите. А пока только я это буду кушать. Так, сейчас я выложу еще одну партийку. Так, подкинул я дровишек. Немножко маслица опять. Ну и закладываемся. Вторая партийка. Обычно, в принципе, кабачки просто обволакивают в муке, ну, с солью. О, кстати, я соль сюда не ложил. Если кому надо, то пусть ложит. И я как-то к соли равнодушен. Есть хорошо, нет, ну и черт с ней. Главное, чтобы не пересолено было, но это для меня. А то, что забыли посолить, я как-то равнодушен к этому. И никогда человеку не скажу: ты забыл посолить. То есть мне соль до одного места. Ну так вот, обычно кабачки обвалакивают в муке с солью. Ну и все, и на жарку, как говорится. Ну еще могут там чесночку добавить. Ну либо уже потом как бы посыпают. А вот тут как бы этот соус, ну, жидкий такой. То есть с использованием майонеза и яиц. Получается, как бы они в кляре. Обычная рыба в кляре, а тут кабачки в кляре. Надо быстрее выкладывать и начинать дегустировать первую партию. О, заскворчали. Ох, как хорошо. Люблю вкусно, скажем так, пожрать. Ну, я, в принципе, как человек военный, к еде тоже как бы равнодушен. Есть еда, есть. Ем. Нету? Ну, ладно, обойдемся. Не как некоторые мужики закатывают скандал в своей второй половине. Блин, ты пожрать что-то приготовила, халабык-дан с кулаком по столу, а все подпрыгнула. И все, она побежала готовить. Мне такого нету. Есть что поесть, я ем. Нету? Ну ладно, перебьюсь там. Сам пойду приготовлю. Ну или вообще перебьюсь.
в подножном корму. Так, вторая партия заложена. Блин, а у меня тут еще, по-моему, еще на 2 кабачков. Так. Ну да, у меня тут еще на 2 порции, на 2 закладки. Ну и соуса тоже хватит. Ну что, друзья, снимаем пробу вот с этой вкусняшки. О. Ну и самый главный ингредиент — темная, старый мельник. Вот так берем. О. Если бы я сейчас был в Норвегии, у меня там был компаньон, он бы сказал good sound. Когда он открывает пиво, у него такой пшк, good sound говорит. Хороший звук. Ну так. Что сначала, пиво или кабачок? Так, кабачок. Потому что мы все-таки еду тестируем, а не пиво. Пиво-то я уже знаю, как оно по вкусу. С фис-фиски. А теперь старый мельник. Это не реклама. Просто мне это пиво нравится. Я люблю темное. Ну и старый мельник, как-то по вкусу, очень хороший. Обалдеть. Кляр слегка похрустывает. И кабачок нежный. Вы не представляете, как это вкусно. Фис-фиска. Мой волосатый занят своими делами. Мне больше достанется. Так, пора переворачивать. Горело я не хочу. Так, что у нас тут? О, самый раз. Этот еще нет. Этот уже более-менее. Как блинчики. Так, этот еще не готов. Этот нормально. Ой. Сейчас уже темнеет. Сколько у нас на часах-то? Без 15:07. 10 октября. Темнеет быстро уже. Кстати, зашел в магазин тут 2 дня назад, строительный. А там уже елочные игрушки выложили. Ё-моё! Не, ну я понимаю, люди хотят по максимуму продаться. Тем более у нас с завтрашнего дня режим чрезвычайного этого, блин. Короче, ЧС, блин. В связи с пандемией закрывается все нахрен. И у кого нету этого самого ковид-сертификата, и кто не переболел, ну, короче, ковид-сертификат у кого нету, и у кого прививки нет, тот может заходить только в магазины первой необходимости. Остальные магазины для него закрыты. И супермаркеты, в которых, ну, кроме еды, еще там много чего, там одежда, там обувь, там еще что-нибудь, там парфюмерия, там мобилы, блин, вся техника, туда вход заказан. То есть мне, непривитому, туда теперь не попасть. Только в маленькие магазинчики за хавчиком. И все.
Ну, об этом можно долго дискутировать, почему я не прививаюсь. Вы, россияне, ну, многие россияне смотрят видео, я не понимаю, чего вы не прививаетесь. Дали бы нам этого спутника, мы бы привились. А у нас это хрень американская, американские эти вакцины всякие. Ну, как-то я свое здоровье не на помойке нашел. Очень дофига побочек, и многие страны сейчас отказываются от каких-то вакцин. А у нас вот в принудительном порядке началось. Всего с завтрашнего дня магазины под заказом, кроме маленьких продуктовых. Ну что, пойдем на охоту. Собака есть. Прокормимся. Ну, за хлебом еще можно просто в магазин сходить. Ну, молочка иногда там. Мой волосатый тоже любит молочко, когда ему в кашу добавляю. Ну вот так, ребята, выглядят кабачки в этом соусе. Что там у меня было? Майонез, мука, яйца, чеснок. Ну, соль по вкусу. Это вам, я забыл положить, мне без разницы. Ну и само собой пивко. Я тут буду дожаривать без вас, а вы самое, ну, в ближайший магазин сходите, там что-нибудь пивку возьмите, если у вас кабачков нету сейчас в данный момент. Но кто живет в частном доме, ну, милости просим повторить. Ну что, господа, наверное, будем прощаться. Я тут буду доготавливать, ну и дегустируя. Увидимся в следующих видео. Не знаю, по какой тематике. Может быть, также за приготовлением чего-нибудь вкусного. Ну или на тему охоты. Или еще что-нибудь. В общем, всем приятного аппетита, потому что сейчас вечер. Наверняка многие из вас ужинают. Здесь, конечно, сидят за мониторами, либо за мобилками. Все, всем пока. Если понравилось эти вкусняшки, палец вверх, если нет, то ну, вниз, само собой, без проблем. Ну и подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть еще каких-нибудь интересных вкусняшек. Все, удачи!